Здравствуйте, друзья! Значит, произошла у меня такая штучка. Мембрана эта порвалась и пропускает газ. Отсюда выходит газ. Сначала маленькая струечка шла, зажигаешь, горит маленький фитилек. Но я понял, что-то не то. Ну и, как говорится, нам в Украине нужно готовиться по худшему варианту, поэтому достал я свою, это давно уже произошло, мембрана полетела, решил достать, чтобы ее как-то восстановить. Посмотрел в интернете, не могу найти нигде. Во всяком случае, у нас в Украине не нашел. Пошел в магазин, взял от какого-то компрессора. От компрессора какого-то вот такую вот эластичную резину. И думаю из нее вырезать. И наклею прямо сюда сверху. Самое главное, вот здесь проклею по наружному диаметру немножечко так вот. Внутреннюю часть трогать не буду, чтобы она могла там как-то гулять. Попробуем, что получится. Я, конечно, надеюсь, что получится. Тоже такая мягенькая. Не знаю, насколько она прочная. Но эластичная. Значит, как у нас работает? Сразу заодно, думаю, проверю клапаночек этот. У нас какой принцип действия? Этот клапан срабатывает, когда в нижней части камеры возникает давление, и мембрана поднимает вверх вот этот вот болтик. Сейчас я попробую вам показать. Значит, вот я подниму на всякий случай, перекрываю. Вот у нас перекрыто. Если отпустить, то идет газ. Ну что, буду вырезать тогда. Клеить буду этим клеем. Не супер клеем, а вот этим буду. Вроде бы как неплохой клей. Посмотрим. Этот клей у нас по запаху напоминает Момент. Что-то такое. Значит, 1-2 минуты выдерживаем. И склеиваем поверхности. Почему я наклеиваю именно, а не просто переставляю? Потому что нам нужен этот бордюрчик, который уйдет. Лишнее ножницами отрежу. Под небольшой пресс. Поставлю на несколько часов. Пусть склеится. Так, ну что, прошло, наверное, не знаю, часа 1,5-2, не знаю, 2 или не 4 точно. Попробуем, отклеится. Поставлю на сутки.
Попробуем, что у нас выйдет из этой всей конструкции. Так, ну хорошо, пробуем. Ну, не пропускает. Тут не пропускает. Пробуем сейчас зажечь. Горит? Не знаю, видно, не видно. Попробую убрать немножечко. Ну вот, горит. Так, тут нигде не проходит вроде бы. Вот немножечко вот эту подсогнул вниз чуть-чуть. И вот этот штыречек где-то показывает нам, если выйдет газ отсюда по краям, да, или что-то пропускает, он зайдет внутрь. Ну, пока торчит. Не пропускает, значит. То есть давление под резинкой есть. Чтобы сбить, я просто включаю как бы, ну, холостую. Газ без баллона. Все, газ ушел. Давление ушло из-под резинки. Видимо, если в баллоне критическое какое-то уже давление, он вылазит еще дальше, давит на вот этот рычаг. Вот этот вот. И выключается. Значит, замок у нас сбрасывается. Тем самым баллон отстегивается. Наверное, так. Честно говоря, вот напишите в комментариях, кто что подскажет. Буду рад вашему совету. А так, вот вставляю. Значит, вот этим вырезом вверх. Там, по-моему, кто-то говорил где-то, там идет трубочка такая вверх. Или тут она, или где она, ну, наверное, тут где-то ближе. То есть, чтобы значит, жидкость, чтобы не пошла в трубочку, а только газ. Поэтому вот этот вырез специально здесь сделан такой. Так, ну что, пробуем. Вроде держит. Да, горит. Все отличненько. Резиночка оказалась полезной. Вот такая она, видите, эластичная. И посадил на клей. Пару часов я, наверное. Вот этот клей. Он прикольный такой, что вот сделано умно. Такая вот иголочка. Ну, по запаху напоминает клей Момент хенкелевский. Так, ну что, работает. Работает плиточка. Через дырочку ничего не дует. Сол какая-то, не знаю. Какая-то сол. Уже поржавела, лежала у меня из-за этой вот проблемки. Уже закинул, так валялась у меня. Потом думаю, времена настали тяжелые для Украины. Нужно
нужно искать всякие виды энергии, мобильные и всякие такие. Пошкрябать надо, покрасить. Ну, видите, вот была опасность. Здесь вот огонь горел, получается, вот прямо над этой штучкой. То есть отсюда загорался сюда, здесь горело все, представляете? За этим нужно следить. Вот такая вот была история у меня вот с этим. Вот здесь фитилек через дырочку травил. Теперь не травит.